8 месяцев. Not as long as David and Jenya have been in Finland. Но не столько долго, как Дэвид и Женя в Финляндии, так сказать, застряли. We were very, very thankful to make it back to our home in China in November of last year. И мы очень были благодарны Богу возвратиться в ноябре прошлого года обратно в Китай. And a lot has happened in the 7 months since we've gotten back. И очень многое произошло вот за последние 6-7 месяцев с тех пор, как мы возвратились в Китай. We had to move house. Во-первых, нам нужно было переехать, то есть мы снимали квартиру в одном месте, нам нужно было искать новое жилье. We've had to say goodbye to more friends. И нам нужно было также попрощаться и сказать до свидания еще друзьям, которые уезжали из Китая. We used to have a very large community in our city. We listed the names a couple of nights ago, and there were hundreds of people that used to live here with us. И раньше у нас была большая община, большой круг друзей, верующих, с которыми мы делили жизнь, и они служили в Китае, и недавно мы вспоминали по именам каждого, и это на самом деле больше 100 человек. So we have said a lot of goodbyes. И нам пришлось, попрощаться очень много прощания у нас было. But I want to talk to you today about community. Но я сегодня хотел бы с вами поговорить об общении, о круге общения. And how in whatever situation we're in, whether COVID or in another country, we all desperately need community. И в какой бы ситуации мы ни находились, будь то это COVID, будь то это еще что-то, нам все равно, каждому из нас нужно общение. I see that you guys are able to meet together in the same room again. That's very nice. И я вижу, что вы в Кировске можете собираться теперь вместе, и что вы можете быть, лично быть в одном месте, и это замечательно. And a couple of you are joining by Zoom. Пару из awesome. вас присоединились в Zoom. It's because they are one lady, she's at her work. And the Okay. other one, she's in another city. She went on vacation, but she's joining. Nice. And that's how we've all had to do community over the last year and a half now. И это то, как нам приходилось хранить и создавать общение, да, вот в этот период времени, когда был COVID. And I firmly believe that the church is essentially a community of people together. Я очень сильно убежден, что церковь — это ключевое общение, так сказать, в обществе. And yes, I even though while we were in Thailand, we didn't expect to be there, God allowed us to be part of an amazing community. И несмотря на то, что мы оказались в Таиланде, в то время как мы совершенно не планировали там, быть такое долгое время, Бог дал нам возможность стать частью общины, даже в это время.
this community did not exist before we came. И эта община, которая там появилась, ее раньше не было, до того, как мы приехали туда. But we've had been said or have had said of us that we build community. I Но can't say, I don't think we necessarily intentionally set out to do that, but it seems that wherever we go, communities happen. И мы слышали про нас такие слова, что мы создаем общину вокруг нас. И на самом деле, если на самом деле мы не делали это как-то намеренно или специально, но получалось просто так, что где бы мы ни появлялись, мы создавали вокруг себя общение. То есть это приходило, так сказать, естественно. And so I believe in faith, no matter how much you understand or you really get from my words, I believe that each of you are going to get an upgrade in community. Я верю, что каждый из вас получит, так сказать, продвижение или новый уровень, выйдет на новый уровень в своей жизни, где вы связаны с общиной, вы имеете общину вокруг себя. When we came back from Thailand, we knew that there was no one left here in our city. We knew we would be alone at the beginning. И когда мы приехали сюда, когда мы возвратились из Таиланда, мы знали, что многие из наших друзей уехали или уезжают, и мы знали, что мы, так сказать, будем одни в этой стране. But we were a little bit nervous about that for our kids' sakes, for our own sakes, our relation, having friends. I had to remind my wife that, hey, remember, wherever we go, community happens. So, let's remember that. Но когда мы ехали в Китай, зная вот этот вот факт, зная, что вот такие изменения пришли, я сказала своей жене: дорогая, давай будем помнить, что куда бы мы ни поехали, община будет, мы будем создавать вокруг себя общину, мы будем создавать вокруг себя общение. And within we took a month to move house and to just be a family, but quickly, I would say even into January, we already had a pretty big community around us. Нам потребовалось где-то, наверное, месяц, потому что когда мы приехали, нам нужно было переезжать тоже из одного места в другое. То есть по истечении этого месяца, первого месяца, мы начали видеть общение, новое общение, которое Бог давал нам. So I want to just give you some ideas and tips for how I think community happens, because when community happens, the church happens. It is the church. И я хотела бы дать вам несколько таких хороших советов по поводу того, как создавать общение, именно общину. Почему? Потому что церковь — это общение. И это и есть основная часть, ключевым является в церкви. I could go, there are many scriptures we could go into, where 2 or 3 are gathered, Jesus is there with you. И есть очень много мест Писания, да, помните одно из них, когда Иисус говорил, что если 2 или 3 соберутся во имя Мое, я буду посреди них. He has brought us as orphans
into a family. Или тот факт того, что он нас привел в свою семью, то есть мы стали частью его семьи. He has given us the riches of the inheritance of the saints, which is he's given us each other. И он дал нам наследие всех святых, то есть мы разделяем это друг с другом. And he has made us a body with different members, fingers, toes, arms, legs, but he has put us to join us together. И он сделал нас телом, то есть мы являемся членами, разными членами одного тела, да, то есть мы все вместе, мы находимся в одном единстве. And I think most poignantly for today is that he brought different ethnicities together, like Jews and Gentiles. And he tore down the wall, dividing them and brought them into one. И также имеет большое значение то, что Бог соединил вместе разные народы, разные национальности, этнические группы, да, и началось с того, что евреи и язычники, которые раньше были разделены, сейчас мы все находимся в одном единстве. Yes, he's brought even Americans like myself and Russians together in the same body. Или, например, американцы, как я, и русские, да, мы все находимся в одном теле. Да, аминь, аминь. Amen. I'm glad there was an amen. Я так рад, что кто-то сказал аминь. And so I want to just share how you know we've those are some verses. We could talk more about God's huge plan to bring us into the same family, but I'd like to talk about practical tips as well. И я хотела бы сегодня поделиться такими практическими советами, которые помогут вам создавать общину вокруг себя, общение. Yes. So I would say my wife is the key to my wife is very important. I wish she was here, but I'm so sorry she's out with some friends right at the moment. Я бы так сказала, что моя жена является ключевым человеком в этом. И жаль, что ее сейчас нет. Я извиняюсь, что сегодня она не сможет присоединиться. Ей нужно было с другими людьми быть. Вот, но может быть в другой раз. We hope next time. Because she is an amazing cook. And so the first practical tip is food. И почему моя жена является ключевым человеком в этом? Потому что она замечательный повар. Она замечательно готовит. И еда часто в общении является важной частью. Yes. Yes. Food is so important. When you share a meal with someone, it builds a bond that isn't easy to break. Да, действительно, еда имеет большое значение в этом. И когда вы разделяете с кем-то еду, вы вместе едите, то это создает своего рода связь, которую, определенную связь, определенную близость в отношениях. I wish I could invite each of you to my house for a meal. Я бы хотел каждого из вас пригласить к себе домой на ужин или на обед.
My wife is Jenya and David can tell you my wife's cooking is amazing. That's true. Женя и Дэвид могут подтвердить, что моя жена просто потрясающе готовит. Да, мы подтверждаем. The best Thanksgiving. Feast. Yes. And I guess another tip is just we have people over to our house for meals many times a week. I would say probably 3 to 4 times a week we have different people over to our house for a meal. И мы приглашаем людей, ну, чтобы вместе пообедать или поужинать, ну, на прием пищи очень часто, где-то я скажу, наверное, 3-4 раза в неделю. Каждую неделю, 3-4 раза в неделю у нас к нам приходят гости. We have so many meals with people at our house that our children love it as well. И мы так часто приглашаем гостей на прием пищи, что наши дети, они просто обожают это. Они любят, когда гости приходят к нам. My kids have said often they would, when we're preparing or in the middle of the day thinking about dinner, our kids will ask, is there anybody coming for dinner tonight? And if we say no, they're very disappointed. They go, oh. До того, что когда мы теперь готовим ужин, наши дети спрашивают, а кто-нибудь придет к нам сегодня на ужин? И если мы им говорим, нет, сегодня никто не придет, они расстроены, они такие, But our kids also need time with us that is protected. So a long time ago, we made Friday night our family night, and we don't open that up to anyone else. But the other 6 days, it's open. Но, конечно же, наши дети нуждаются в более личном общении также. И мы выделили, например, пятницу вечер как ужин всей семьей, и мы не приглашаем никого на этот ужин. То есть мы вот это время выделили, что это наше время с семьей, наш ужин вместе, просто вот, ну, где наша семья. Another tip is how do I say this? That you to not judge someone or to accept them as they are. Accept them as they are. И другой совет, другая рекомендация, как создавать общину вокруг себя. Не судите людей, пусть люди чувствуют себя, что они приняты. Be slow to give advice. И будьте медленны на то, чтобы давать им скорый совет. Be quick to listen, ask a lot of questions. И будьте готовы к тому, чтобы слушать их и задавать им вопросы. Ask them about their experience or how they feel. Everybody wants to share from their perspective. И задавайте им вопросы, чтобы слышать их мысли, их мнение, потому что люди хотят быть услышаны. And just love them, accept them. И просто любите их, просто принимайте их. And as difficult as this may be for some people, and different personalities, this could be difficult, but try to show that you like them and that they are likable. И я знаю, что разные люди могут иметь разную, так сказать, разный темперамент, разный характер, да, но проявляйте к ним то, что, как сказать, пусть они чувствуют, что они нравятся вам, и что они, их
как их возможно любить, что они нравятся. Because everybody wants to be in a place where they feel seen, heard, and not just accepted, but liked as well, and appreciated. И потому что каждый человек хочет находиться в месте, где он чувствует, что его видят, его принимают, и где он может чувствовать, что он нравится кому-то. And sometimes it's not easy. It's not easy to, especially if you find some people difficult. И я скажу так, иногда это на самом деле не просто. И есть люди, которые будут, так сказать, трудными людьми для вас. But I guarantee that if you host someone in your house, in your space, and you do not judge, and you listen and ask questions, and you eat together, they will feel loved, no matter how you feel. Но я могу вам гарантировать, что если вы приглашаете кого-то и разделяете с ним пищу, и вы не судите этого человека, вы не осуждаете его, но вы просто даете место ему, чтобы быть выслушанным, чтобы быть понятым, чтобы быть принятым, то я гарантирую вам, что это создаст общение и взаимоотношения. In these little acts of inviting people, hosting, eating together, they're like bricks in a community, and it gets built one brick at a time. But after weeks and months, you'll have a thriving community of people who just want to be around you. И я скажу вам так, вот такие вот моменты, когда вы приглашаете кого-то и разделяете вот такие, так сказать, прием пищи вместе и просто общаетесь, это как кирпичики, то есть из этих кирпичиков выстраивается уже община и настоящее общение. И это не один раз, на это требуется не один раз, не один момент, но это регулярное, постоянное общение, которое создается. So I'm going to shift here a little bit, Virginia. Я немножко сейчас переменю, так сказать, тему. You may know about the last year in America of the issue of racism, and black and white. I will ask them. Is it okay, Gэрretт? Ask them if they do. I would imagine they're aware, but yeah. I mean, I know because I am involved, but I don't know if everyone knows. Okay. But I'll find out. I'll ask them. Кто из вас знает в Америке не так давно был большой шум по поводу расизма, и это началось со смерти вот темнокожего, когда полицейский он убил. Кто из вас знает? Если вы знаете, вы слышали об этом. Yeah. Yeah, I think most people they heard. There were a few people who raised their hand. So we've had some conversations with our children about this. И мы в своей семье разговаривали, общались с нашими детьми вот по поводу этой ситуации. Because we are white and we are the majority people in America. Потому что мы, так сказать, белые, и мы составляем большинство населения в Америке, то есть большую часть населения. And
I don't think I ever so from my perspective, I don't think I ever actively tried to be racist or saw difference or tried to Я feel не, superior over, yeah. ну, с моей точки зрения, я никогда не вел себя, так сказать, надменно по отношению к другой расе или к другой национальности, или как-то ставя себя выше другой национальности или другой расы. So, and there are a lot of people who would say, there's no racism in America. It's fair. It's even. И есть также большинство, ну, очень много людей, которые скажут так, что в Америке не существует расизма, и на самом деле там равные права. But there are still African American Black people in America who say otherwise. They say there still is racism. Но есть в то же время темнокожие американцы, да, афроамериканцы, которые скажут противоположное, скажут, что они испытывали на себе расизм. And so, what I've told my children is that there isn't an objective in this particular case, there's not, you cannot definitively prove one or the other. You can only give someone the benefit of the doubt and trust their perspective is true. И когда мы разговаривали с моими детьми по поводу этой ситуации, я сказал им свое мнение о том, что на самом деле невозможно, так сказать, это невозможно иметь объективный взгляд на эту ситуацию, как бы каждая сторона будет иметь свою субъективную точку зрения. И с нашей стороны то, что мы хотим, это просто принять, по мере возможности понять и принять точку зрения другого. This is very difficult because sometimes we feel maybe my perspective is true, but go ahead. И это очень трудно, потому что часто мы убеждены, что наша точка зрения, она правильная. But it is exactly the ability to trust another person's perspective is true for them that allows us to enter into their world and be empathetic. I know that's a lot, sorry. Но нам с нашей стороны важно научиться, даже при том, что мы имеем какое-то собственное мнение, научиться понять, что у другого может быть его перспектива и его взгляд на эту ситуацию. И нам важно увидеть это и понять. И также иметь доверие, чтобы увидеть это с другого угла, так сказать, с другой стороны. I believe Jesus saved us from many, many things, but I believe because I think his ultimate goal is community. I believe he gives us the ability to empathize and to get into someone else's perspective, into their world, and honor their perspective and believe it. И Иисус, из-за того, что для Иисуса наше общение и община настолько важно, я верю, что Он дал нам способность
чтобы видеть мир другого человека, видеть и доверять, и быть способными услышать, даже если это отличается от нашего собственного взгляда и понимания. Okay. We've had friends, in honestly, I've done this myself as well, but where I'll say, I'm not gonna say sorry. I didn't, that's not what I meant, and that's not what I intended. I'm not gonna say sorry for that because I didn't do anything wrong. И у меня были друзья, которые говорили так: ну, я не буду извиняться за какие-то свои действия, потому что я не намеревался никого обидеть, у меня не было никаких, ну, никаких мотивов плохих, да, я поэтому не буду извиняться. Yeah. Be honest, how many people have done this before? I'm not gonna say sorry because I didn't do anything wrong. Кто из вас, честно, вот поднимите руку, кто из вас был в такой ситуации, где вы считали, что вам не нужно извиняться, потому что вы ничего плохого не сделали? Um, but it's taken, I'm still learning. I'm not a professional at this yet, but it is exactly when we can apologize for when somebody perceives we've done something, even if we know we didn't mean it. There is a way to still acknowledge their perspective and say, I'm sorry if that's what I'm sorry. Just take it, just accept it. Just it's not wrong to say sorry, even when you know you feel like you're not in the wrong. Но я верю, что есть место для каждого из нас, чтобы принять то, когда другой человек, ну, например, у него все равно какие-то претензии к тебе, даже если ты ничего не сделал, ничего плохого. И я верю, что есть место даже в таком случае, где мы можем сказать: я извиняюсь, я сожалею, прости меня. Даже если вы убеждены, что вы абсолютно правы, но я верю, что есть место для этого. I had a friend, a roommate I had in China before I was married. И до того, как я женился, когда я жил в Китае, у меня был, так сказать, друг, с которым мы вместе жили в одной квартире. He was from Sweden. И мой друг был из Швеции. And I had been studying Chinese for about a year when he arrived to China. И на тот момент я изучал китайский где-то около года. Я год был в Китае. And I would be, if we went to a restaurant, I would order the food, I would talk to the waitress and I would answer questions on the street. I didn't know I was doing this, but I would be speaking Chinese and he would not giving him a chance. И получалось так, что когда мы были вместе, мы, например, входили в ресторан поесть или еще куда-то, я был тот, который использовал свой китайский, и я разговаривал с официанткой, я разговаривал с продавцом, я разговаривал с кем-то другим, и это в основном был я. I never knew I was doing anything wrong. И на самом деле, с моей стороны, я никогда не думал, я бы даже никогда не подумал, что я делаю что-то неправильно. But he was offended by me, thought I was being proud or being, yeah. Но он был
Но мой друг был обижен тем, что я как бы like you were dominating in the Yeah. он был обижен тем, что я как бы доминировал и не давал ему места, чтобы вот, ну, тоже практиковать китайский, тоже разговаривать, что это, ну, что я был, понимаете, да, о чем я говорю, что я как бы доминировал во всех ситуациях. I thought I was just being helpful. И я с моей стороны, я думал всем своим искренним сердцем, что я просто помогаю. It turns out I was just being an American. А оказалось, что я просто был американцем. And he never told me. He was hurt and he was upset with me, but never told me. И мой друг, он был ранен мной и обижен, но он никогда мне об этом не сказал. For Он не говорил мне, он не говорил. 5 years. For И 5 years. 5 лет это так продолжалось. And then we didn't see each other for several years in this time, and then finally we came together again in America. We saw each other. И потом мы с этим другом, ну, разошлись и не видели друг друга какой-то период времени, и потом мы опять встретились в Америке. He was at Bethel, actually. He went the first year at Bethel School. Он, кстати, мы встретились, он учился в школе сверхъестественного служения в Вифиле, и он закончил первый курс. And so when I saw him, I was so happy. I just said, "Hey, Victor, it's so great to see you. How are you doing?" И когда я увидел его, я так обрадовался, я сказал: "О, Виктор, так хорошо, так классно тебя видеть, как у тебя дела?" And he was also happy to see me. Ну But и, then и он тоже был рад меня увидеть. but he took me to the side and we went on a walk together. Но у нас, значит, мы пошли на прогулку вместе, он повел меня на прогулку. And he shared with me this thing he had kept for 5 years inside. И он вдруг поделился со мной вот этой вот вещью, которая у него хранилась 5 лет внутри. He said, I have to forgive you. И он мне сказал такую вещь: мне нужно простить тебя, я должен простить тебя. And I had no idea. I said, "Oh my gosh, what did I do? I'm so, I'm already apologizing. Well, I'm so sorry." И я с моей стороны, я такой говорю: Боже мой, что я сделал? Что я делал? Я говорю: ну, извини, прости меня, пожалуйста. And he told me about all the times he felt like I was dominating him and not letting him speak Chinese. И он поделился со мной, что было столько множество моментов, когда он чувствовал себя, что как бы что ему не давали возможности говорить или общаться, ему не давали возможности практиковать китайский из-за того, что он чувствовал, что Гэрретт доминирует. Now, I could have said, "Come on, man, what are you thinking? I didn't intend that. That's not И с моей me." стороны я бы мог сказать: ну да ты что, как ты можешь такое придумать? У меня никогда не было никаких намерений такого делать, я никогда бы такого не сделал. I didn't do that. I said, "Victor, I'm so sorry. I didn't even know. That must be a blind spot in me, and I'm И so glad you're sharing it now. I wish you'd shared it earlier, but I would have apologized." И я сказал ему, вместо этого я не стал себя оправдывать и доказывать, что я ничего не делал, и я прав. Но вместо этого я сказал: Виктор, я прошу прощения, и
я бы хотел, чтобы ты сказал мне об этом раньше, потому что я бы тогда не сделал этого, или, но я сожалею о том, что произошло. И а, если бы ты раньше сказал, то я бы, возможно, сделал что-то по-другому. And he gave me a big hug and thanked me, and he said this burden had lifted. It was gone. И он меня обнял, и он простил меня, и это бремя ушло с его плеч, и это ушло просто. So I want to share that story just to give an example of that we have our world in our head, the way we see the truth, we can see the the things we think are good, wrong, right, evil. Like we have our own world. Я хотел бы, это говорю к тому, чтобы такой подвести такой, такой момент, да, такое утверждение, что мы часто имеем свой собственный мир в своей голове и свое собственное понимание того, что правильно, что неправильно, где я прав, где кто-то другой не прав. Мы часто имеем просто, свое личное, собственное, субъективное понимание. But to be able to actually get outside of our world, to step out of it, there is a way to do it. It's very difficult, but to step out of it and trust another person, that's the way. To Но get out of this little bubble and to trust someone else, we actually grow our world. We grow our perspective that way. Но если мы способны выйти за пределы своего собственного, так сказать, пузыря, своего собственного мира, своего собственного понимания, да, ситуации или отношений, и если мы сделаем шаг и выйдем за пределы этого и доверимся какому-то другому пониманию, другому мнению, другому переживанию, то это наш мир начнет расти, он начнет увеличиваться, он начнет тогда становиться больше. And I really believe God's plan for each of us is that each one of us in our little worldview bubble, we can connect with more and more people and begin to trust other people's experiences and views of the world. And by doing so, we actually get a much bigger world. We get a much more beautiful, complex world. И для нас было бы хорошо начать выходить за пределы нашего маленького мира и начинать видеть, начинать доверять также тем, кто вокруг нас, тем, кто рядом с нами или же не рядом с нами, для того, чтобы наш мир, он становился больше, чтобы он мог вырасти и стать большим. Amen. Amen. The enemy wants us to stay in this small little bubble. И враг хочет, чтобы мы с вами оставались вот в этом маленьком мирке, так сказать, шарике своем. That only what we see is real. We can judge what is true, what is false. Другими словами, где мирок, в котором мы думаем, что только то, что мы видим, и то, что мы понимаем, и то, как мы судим, что правильно и неправильно, вот только это является истинной правдой. I'm right, everyone else is wrong. И я прав, и все остальные неправы. That is a small
and very sad world to live in. И это на самом деле очень маленький мирок, и очень печально в таком мирке жить. So God gives us people with different perspectives, different ideas, and the more we reach out and trust their perspective, believe them, acknowledge them, see them, like them, serve them, we create a bigger and better world. И вокруг нас есть разные люди, и чем больше мы слышим их, чем больше мы понимаем, чем больше мы доверяем, тем больше наш мир, он будет расти и будет становиться больше. Can I ask this? This might be a little sensitive. Я хочу задать такой вопрос, и может быть он может быть несколько чувствительным. Okay, because I've already shared, I'm an American. I'm a majority white person in America, and there are minorities in America who feel unprivileged. И я уже поделился вот нашей ситуацией, да, я американец, я белый, и я составляю большую часть населения в Америке. И у нас в Америке есть, так сказать, меньшинство, да, которые чувствуют себя не настолько привилегированными. Maybe I won't ask, but I don't know how this can, you can filter this, Jenny, if you want, but what people in your community in Russia, or ethnicity or group, like feels like either the minority or the sort of, if you were to think in teams, you know, you're like, oh, we've got our team, and those are people on the other team. Who would those people be? Но я хотела бы задать как бы этот вопрос вот вашей ситуации, и чтобы вы подумали вот для вашей страны, для вашего города, да, есть ли какие-то люди вокруг вас, которые могут быть в подобной ситуации, где они могут себя чувствовать, так сказать, непривилегированными или как бы второго сорта. Понимаете, да, сейчас о чем я говорю? То есть не как это может быть либо это не обязательно на основании расы или этнической, это может быть что угодно по любым другим критериям. I'll share another one. For me, like I used to think even within the church or within Christianity, I used to think, okay, there's different teams. Like there's some who are for Holy Spirit, and then there's others who are sort of in another team. Do you guys have any kind of feeling about another church or another community? You're like, okay, those guys, they talk bad about us. They don't like us. Who are those? Или же вы можете, например, думать, или даже, например, в церковном кругу, да, иногда мы можем делить людей, что вот есть команда или группа людей, верующие, которые знают Духа Святого, которые двигаются в дарах Духа Святого, да, которые исполнены Духом Святым. Есть, так сказать, более такие консервативные верующие, которые, не знает не знает, как сотрудничать с Духом Святым и так далее. То есть это может быть, например, вот такого плана разделения или какая-то другая церковь, которая вас не любит или вам не нравится и так далее. You're waiting for the answer.
Well, they don't have to. If you haven't posted in a question form, then I can I keep going. posed it as a question, but I don't know if you just want them Yeah. to answer for themselves or if you want to. Um, I'll say this, with those people in mind, especially if you are able to do an act of kindness, invite them over for dinner. I don't know. Send them a gift. If we are able to acknowledge those that are not in our camp as people made in God's image. Yeah. Я просто хотел бы ободрить вас. Вам не обязательно отвечать мне на этот вопрос, но я хотел бы ободрить вас, чтобы проявить сделать какие-то поступки доброты по отношению к ним. Может быть, может быть, пригласить их к себе на ужин или подарить им какой-то подарок или проявить какого-то рода другое почтение на основании уважения просто к тому, кто они есть. So I don't want to suggest, I don't think nobody would say I'm racist. But there are people in our communities that feel on the outside. I'll say it that way. Но я не могу сказать, я думаю, что большинство людей не скажут, что я, например, расист. Да, я не думаю, что большинство людей такое скажет о себе. Но с другой стороны, фактически все равно мы видим, что есть люди, которые чувствуют себя, так сказать, как это, отделенными или, так сказать, непривилегированными или отстраненными. Right. What is James James says that to care for the poor, the widow, and the orphan is true religion. И в послании Иакова говорится, что истинная религия в том, чтобы заботиться о вдовах, о сиротах, да, и то есть о тех, кто нуждается в особенной заботе. So I bless each of you with eyes to see people who might be on the outside, who might need, a hand to reach out and pull them in. И я хотел бы просто благословить вас, чтобы вам иметь глаза в вашей жизни, чтобы замечать людей, которые каким-то образом отделены, отстранены или изолированы и так далее, для того, чтобы быть готовыми протянуть им руку, для того, чтобы быть готовыми взять их, пригласить их в общение. Yeah. We started, I'd say about 7 years ago. И где-то, наверное, 7 лет назад We started it started as a Bible study on Thursday nights. мы начали такие своего рода встречи. Они начались как встречи по изучению Библии. But it quickly turned into a meal my wife would cook most of the nights, most Thursday nights. Но эти встречи быстро превратились в встречи, так сказать, ужина, когда моя жена готовила ужин. Для And всех these were четвергам вечером. we invited these were mostly our Chinese friends. We did this with one other
Canadian couple and about 7 or 8 other Chinese friends. И в основном это были наши китайские друзья, которых мы приглашали. Единственным исключением было, мы пригласили наших канадских, одну семью канадскую тоже присоединиться. And we oftentimes we don't open the Bible anymore. I'm sorry to confess. We don't. И я, так сказать, стесняюсь или так должен исповедаться в том, что эти встречи постепенно превратились не в изучение Библии. Мы не столько изучали Библию, сколько, так сказать, это было больше общения. We felt like it needed to be more casual and more family oriented for these friends, and so we would share prayer requests. We would eat a meal together first, share prayer requests, talk, laugh, pray for each other, and then that was it. И эти встречи мы просто почувствовали, что именно с этим кругом людей, ну, они нуждались в общении и во взаимоотношениях, и мы вместе, ну, разделяли пищу, мы вместе делились чем-то, смеялись над чем-то, может быть, делились какой-то молитвенной нуждой и так далее. One of the girls, a Chinese girl, started to date. She was a nurse, and she started to date a doctor at the same hospital. И одна из китаянок, которая приходила на эти встречи, она начала встречаться, она была медсестрой в больнице, и она начала встречаться с врачом, который работал в этой же больнице. And when she told, we had never met him because she told us he thought it was very, very strange that we just met together as friends and had a meal. И она никогда как бы нам лично не... То есть мы сами не встречались лично с этим врачом, и она не приглашала его, потому что, ну, может быть, это как-то странно. It's not very normal Chinese culture to have a big group of friends once a week get together for dinner. It doesn't happen very much here. И в китайской культуре на самом деле это нечто необычное, чтобы вот так вот раз в неделю встречаться на ужин с большой группой друзей. But he finally came. Но в конце концов она его пригласила, и он пришел. And he was a bit suspicious at first and curious, kind of like thinking we're all very odd people, probably. И вот этот вот врач, он вначале так с таким подозрением к нам относился и думал, что, ну, как-то подозрительно к нам относился и думал, что мы какие-то странные. But after probably his second visit, he fell in love. Но, возможно, после того, как он пришел второй раз, он влюбился в наше общение. Because great food. Почему? Потому что замечательная пища. Fun. We laughed and talked about a bunch of things. Много, так сказать, веселого было в нашем общении. Мы много смеялись и чем-то, ну, что-то было смешное, делились. Sometimes we share difficult things we're going through. И иногда мы делились какими-то сложными вещами, через которые мы проходили. And then
we pray for each other and help each other. И мы также молились друг за друга и помогали друг другу. That was 7 years ago we started that. И мы начали вот это общение где-то 7 лет назад. And we still meet together on Thursday nights. И мы до сих пор встречаемся по четвергам вечером. Because when you find community, Потому что когда вы находите общение, it's the most beautiful thing. это наиболее прекрасная вещь, которая может быть. I am jealous. I don't know if you know I'm extremely jealous for people to experience community. И я очень-очень завидую, так сказать, тем людям, которые переживают и знают, что такое быть в общении или частью общины. I can tell that you guys understand this and that you get community. И я могу сказать, что вы понимаете это, и вы переживаете общину. We've gone back to America many times and have talked with many of our friends all over the country. И мы возвращаемся регулярно в Америку, и мы встречаемся с друзьями, которые там в Америке и в разных местах. And we ask them, how is your church? И мы спрашиваем их, как дела у вашей церкви? And many of them say to us, И многие наши друзья говорят нам: the worship is great. Прославление отличное. The Bible teaching is really good. Библейское учение очень хорошее. But we just don't feel like we have community. Но мы не чувствуем себя, что мы часть общения, часть общины. And what I want to say to them, И то, что я хочу сказать им: if you don't have community, you don't have a church. если у вас нету общения, общины, то у вас нет церкви. Jesus does not want us to just sit in a room and sing songs and read a book. И Иисус не хочет, чтобы мы только лишь сидели, читали, пели песни и только лишь занимались чем-то. When people come together in the same room, Но когда люди приходят вместе в одну комнату, в одно помещение, there should be a lot of talking должно быть очень много общения, and a lot of laughing. очень много смеха. And sometimes tears and hugging and comfort. Иногда слезы и объятия. So we came to China. I came to China 16 years ago. И я лично приехал в Китай 16 лет назад, первый раз. As a church planter. И я приехал в Китай, чтобы насаждать церкви. I had one idea of what that meant, a church planter. Когда я приехал туда, у меня было свое представление о том, какая должна быть церковь. But now I understand it's just about planting communities. Но на самом деле сейчас я имею другой взгляд на это, и для меня это насаждение общения, насаждение общин. And we have planted many communities in China and in Asia. И мы насадили множество общин в Китае и также в Азии.
Yeah, so that's what I want to encourage you with, bless you with, that you see community as at the heart of God. Я хотел бы просто благословить вас, и чтобы вы могли увидеть общение и общину, что оно находится в сердце Бога. So I would like to pray with you, and if there's, I'm not sure what's next, Jenya, or if there's time for questions or anything, I'd love to take any, if that's appropriate, but I would love to pray. Yeah, that would be good. Do you want to do it now or later? Yeah, is now appropriate for prayer? Yeah, that's okay. Cool. И Гэрретт сказал, что он хотел бы дать место сейчас, может быть, вопросам. Can they ask any questions, or do you want? He's gonna pray. Sorry, I didn't understand. Oh yeah. Let's maybe pray first, and then we can do questions. Okay. Мы тогда помолимся, и потом он хотел бы дать время для вопросов, если у кого-то есть вопросы. Cool. Jesus, thank you for this special group of people. Спасибо тебе большое за эту особенную группу людей. I pray that their community, their family would grow hotter with love. Я молюсь о том, чтобы их община, их общение, оно выросло еще больше. The temperature of love and freedom would be so hot that other people would not be able to resist being around them. Чтобы температура свободы и любви была настолько горячая, настолько сильная, чтобы другие люди, они не могли выдержать, чтобы оставаться где-то на стороне или вне этого. Bring your heart to bear in all of their relationships, their families, their friends. Привлеки их сердца, чтобы в их семьях, в их взаимоотношениях. I pray where there is unforgiveness, that would be released. Я молюсь тебе, чтобы если есть какое-то непрощение, чтобы оно было отпущено. That burdens be lifted. Чтобы всякое бремя было поднято. Relationships restored. Чтобы взаимоотношения были восстановлены. And the art of empathy would be strong. И чтобы искусство сострадания, оно было сильным, оно было, чтобы оно работало. They would be able to see, hear, and accept one another. Чтобы они могли быть способны увидеть, услышать и принять, и принимать друг друга. And that every time they come together, it would be like a party. И чтобы каждый раз, когда они собираются вместе, чтобы это было как большая веселая вечеринка. A big family reunion. Как большая семейная встреча. Amen. Amen. Аминь. Amen. Thank you guys so much. I really appreciate this opportunity. Спасибо большое вам. Я очень ценю эту возможность, которую вы дали мне поделиться. Thank you so much, Gэрретт. Спасибо. Thank you. You guys, if you guys want to ask any questions, feel free. I'm happy to stay around.
можете задать Гэрретту вопросы, он может, сейчас хорошая возможность. Do you any questions or questions on the message that you shared? Gэрrett, do you want them to ask any questions or questions on the topic of your message? Anything, yeah, anything's fine. Вы можете задать любые вопросы, то есть можете по теме, которой он поделился, либо любые другие вопросы абсолютно не по теме. Вот. Но я могу сказать так, что то, чем Гэрретт поделился, это действительно его реальная жизнь, и это действительно, ну, как бы я этому свидетель, и это действительно, он не просто делится теоретическим посланием, но это действительно его практическая жизнь. И действительно, они те, кто создают вокруг себя, ну, общение, общину, где бы они ни находились. И я сама была частью их общины, очень скучаю тоже. Одно из самых, я бы так сказала, что очень много друзей с наиболее глубокими взаимоотношениями это я нашла именно в этой общине. Вот. I just shared a little bit with them about you, and I just said that your message is really a part of who you are, and that that it's not just your theory or, you know, really good words, but it's actually your life, and it's actually who you are and the gift of what you carry. And I also said that I had a privilege to be a part of that fellowship and community. So I know what it is, and a lot of We've never been We've never been the same since you left. I've never been the same since I met you guys, and also all the people, you know, in the community, and you know, and this I know that this is a lifelong relationship. It's not just, you know, That's even right. though these people are all in different places now, but yeah, one of the most you know, deep connections that I had. Yeah, thank you. That was, yeah. Вот, так что если у вас есть, вы можете задать любые вопросы на любую тему. Давайте быстрее, быстрее. Да. Можно только попросить поближе к компьютеру подойти, чтобы слышно было. У меня несколько вопросов возникло. Вот. Я бы хотела спросить, вот как строить здоровые отношения в общении? Вот как, ну, мы поняли, что у Гэрретта есть, и Ревекки есть благодать, созидать вот эту общину, и как строить здоровые отношения, потому что вот Бетель нас учили, что в семье есть отцы, матери, маленькие дети, ну, новорожденные там, вот. И мы все, вот, и у нас в России это характерно, что мы выходим из сиротства, мы выходим из сиротского мышления, вот. И у нас сейчас такой этап, когда мы познаем вот это вот, как жить, как возлюбленные дочери и сыновья Божьи. Вот как вот, я понимаю, что это благодать тоже Божья на Гэрретте и Ребекке, но вот как это практически вот строить здоровые отношения? Не просто ты высказал свое мнение, а именно вот научиться этому, как не только прощать, но научиться примирению, как вот восстанавливать отношения, и как, чтобы община, она была здоровой в отношениях. Вот как это? Вот такой вопрос.
So, okay, I'll try to, I'll try to, so what would you recommend for building healthy relationships and healthy community, and for, because we all understand the value of that, and the value, and also Bethel also teaches about that the church is, is a family. It's family. So, and in the family there are like fathers and mothers, and then brothers and sisters, and younger and older, and also especially in our country, a lot of people are coming from the broken or dysfunctional families, and they haven't actually seen healthy families, healthy relationship, and when they when they join the community, sometimes it creates some yeah, anyway. So yeah, so the main, she said all of that, and but the main question is, do you have any like practical advice? And also she mentioned about the forgiveness. So like, how do we build further, like we know as Christians about forgiveness, and that we need to forgive, but how do we create after that, healthy relationship and community besides just forgiving? I think she's talking about messes, like if someone. Yeah. Yeah, that's a great question. It's a great question. Очень замечательно, это очень хороший вопрос, который Женя задала. I think you're right. Forgiveness is like the first step toward repairing a relationship. Прощение на самом деле это только лишь первый шаг к тому, чтобы восстановить взаимоотношения. But replacing the negative feelings with enough positive interaction takes time. Но для того, чтобы заменить отрицательные эмоции из-за того, что что-то было, так сказать, сломано, заменить его на позитивные переживания, это требуется какое-то время на это. I will say in some cases, I think forgiveness is forgiveness is primarily for me. Like I need to forgive so that I can be healthy. И прощение на самом деле, оно в основном по большей части для меня самого. То есть мне лично нужно простить для того, чтобы остаться здоровым эмоционально, душевно и так далее. То есть это мне нужно. But I don't think there's any requirement to how do I say this? Relationship goes both ways, right? Но мы знаем с вами, что взаимоотношения включают в себя обе стороны. То есть есть две стороны у взаимоотношений. So if I feel I need to demonstrate my forgiveness by inviting someone over to my house or doing something positive with them. Если я чувствую, что мне нужно продемонстрировать свое прощение через то, чтобы, пригласить человека, например, к себе, или что-то другое сделать для того, чтобы, восстановить контакт. But if they don't show an interest in relationship or reciprocate that, it depends. It's a very, very subjective thing. How much,
I need to know from the Lord, I really need to pursue this person, or I invite them once and I let them go. If they're not really interested, it's okay. Мгм. Но и если я со своей стороны, например, хочу, то есть я простил, и я хочу восстановить как бы отношения, я иду на этот контакт, я, допустим, делаю что-то, да, чтобы дальше развивать отношения. Но если со стороны другого человека нету ответной реакции и нету, и человек не хочет, ну, не отвечает, да, на это, то, ну, это, конечно, тоже ваши личные отношения с Богом. То есть, если Бог вам кладет на сердце продолжать, так сказать, достигать Его, может быть, ну, вам стоит делать, но на самом деле восстановление отношений требует с обоих сторон, понимаете, да, вложение с обоих сторон. So a healthy relationship takes two healthy people engaged in that relationship. И для здоровых взаимоотношений требуется, чтобы оба человека были в здоровом состоянии. То есть, чтобы оба человека ну, вкладывали во взаимоотношения, в контакт. But I can only control me. Но я на самом деле могу только самого себя контролировать. Я отвечаю только за себя, за свое состояние, за свое сердце. I can only make sure that I'm healthy. Я могу только лишь быть ответственным за свое собственное здоровье, что я эмоционально здоров во взаимоотношениях к другим людям. But a healthy community is going to have unhealthy people. Но с другой стороны, даже здоровая община, она может иметь каких-то людей, которые находятся в нездоровом состоянии, имеется в виду нездоровом не физически, а ну, во взаимоотношениях. Because it's in the process of entering into a community and feeling belonging in a community that we become healthy. Почему? Потому что эти люди могут находиться в процессе того, чтобы в процессе выздоровления, так сказать, или в процессе того, чтобы ну, научиться новым отношениям. И если у них есть ощущение того, что они принадлежат этой общине, что они часть, они принадлежат этой общине. Sometimes being being a community is not convenient. И Sometimes иногда it demands your time in ways you don't want to. И иногда, так сказать, быть общиной не так уж удобно. Иногда не хочется, иногда есть моменты, когда это неудобно, это некомфортно. Yeah. Does that help answer the question? Как-то это помогает отвечать на вопрос. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Thank you so much. Спасибо. Ага. Спасибо. У меня такой вопрос. Вы собираетесь как верующие, и среди вас приходят и неверующие люди. I have a question. So, as far as I understood that you as Christians also invite non-Christians into your fellowship. Да, да. И как вы ставите границы? Ну, можно шутки делать мирские. Какие границы вы выставляете на взаимоотношениях? Do you have any, or how do you set the boundaries if there are people who are like non-Christians, and for example, just like example, if they bring some kind of jokes that are inappropriate, right, or something that is
Yeah. Yeah. Well, I'll say this. If it's in my house, I can sort of control that. Я скажу так, а если это общение находится в моем доме, то я имею власть, так сказать, контролировать это. Ну, своего рода, да? То есть, потому что это в моем доме. Yeah, so I can tell somebody directly, hey, my children are here, that's not appropriate. И я могу, например, напрямую даже сказать человеку, мои дети здесь, и вот то, что ты делаешь, или то, что ты говоришь, это неприлично или не принято. Или... But yeah, most people are sensitive to that. I've never had to tell somebody to На behave самом themselves. деле большинство людей, они проявляли уважение к нам, и они чувствительны, то есть они не делали что-то вызывающее в нашем доме, то есть они не пытались, так Yeah. сказать, что-то не принятое в моем доме делать. But so I get great question, because we have had non-believers come to our into our house, of course, and even into our worship meetings. И это на самом деле очень классный, хороший вопрос, потому что мы действительно приглашаем неверующих и в наше общение. Мы даже приглашали неверующих на наши вечера поклонения. We had one friend bring a Chinese friend to one of our Sunday morning meetings, and we had worship. Well, I'll stop and let you explain, or let you И translate. у нас одна наша китаянка, одна подруга, которая привела, например, неверующего человека на воскресное собрание, или на наше воскресное собрание, и которое было полностью как церковное. And during worship, some people had like a prophetic vision, like something the Lord gave them, a word, and they shared it. И во время поклонения люди у нас в нашем общении, они могут свободно делиться, если кто-то получает, например, какое-то пророческое слово, или же видит что-то от Господа, или там Бог ему что-то сказал, и они делятся со всеми. And this unbeliever said this was the most amazing thing they'd ever seen. И вот этот неверующий гость, который пришел на воскресное собрание, он сказал, это самая потрясающая вещь, которую я когда-либо пережил. And after the meeting, she got born again. И после собрания она приняла Иисуса и родилась свыше. Yeah. Because people want to see what we do. Like most people are like, most times they want to feel belonging before they even know who Jesus is. And if you include people before they know Jesus, they have a much higher chance of knowing the real Jesus. И большинство людей, они хотят иметь чувство принадлежности, они хотят ощущать, что они принадлежат чему-то, ну, как бы, или, так сказать, лучше являются частью, да, общения. И когда вы позволяете людям стать частью вас, даже до того, как они приняли Иисуса, то у них есть больше шансов пережить действительно Иисуса, пережить действительно